Как вы относитесь к учебе после 30? Нет, ребят, я не про ту учебу, что вы делаете онлайн. Видеокурсы у себя на кухне или когда сидите с другом в модном кафе. Я о конкретной учебе в университете. Когда ходишь на пары, сидишь в библиотеке и сдаешь курсовые. А что если эта учеба еще и в другой стране? В этом выпуске хочу разобрать 3 страны в Европе, которые являются самыми популярными для обучения, когда тебе за 30. Окей, возраст 30 абсолютно условный, но на самом деле он может быть любым. Главное, чтобы не сразу после школьной парты и когда ты еще не отошел от яркой ленты выпускника. Я говорю о возрасте, когда учеба – это прямое решение самого студента. Осознанное, взвешенное, не родителей, не школьного завуча, не лучшего друга в классе. Ну, мол, он в универ, и ты в универ. Он на юридический, и ты на юридический. И еще интереснее, когда учеба за границей, на иностранном языке, с выходом из своей привычной зоны комфорта. Хотя, может быть, и входом в нее. Начнем с того, что в зарубежных вузах каких-либо ограничений по приему студентов в зависимости от возраста просто нет. Таких ограничений, кстати, нет и в России. Но у нас, что ли, дело привычки получать вышку сразу после школьной парты. Итак, зарубежные вузы открыты для студентов всех возрастов. Более того, есть страны, которые выдают стипендии, причем независимо от возраста. Страной номер 1 в Европе, которая не просто рада студентам всех возрастов, но и сама славится тем, что ее жители довольно долгое время живут так, словно они беззаботные студенты, является Италия. И если в свои 30 ты мог бы быть самым древним на факультете в ближайшем университете, то в Италии ты будешь определенно одним из самых юных учащихся на фоне солидных мужчин в пиджаках, которым за 50, но которые также решили сменить специальность или даже получить свое первое высшее образование. В Италии огромное количество всевозможных университетов, где программы есть как на итальянском, так и на английском языках. Вы можете учить моду, дизайн, медицину и даже просто итальянский язык. Если вы поступаете в государственный университет на программу на итальянском языке, то скорее всего вы будете платить минимальную сумму за обучение. Здесь нет фиксированной цены, есть только разные так называемые взносы, которые делают студенты на основе своего достатка. Если ваши годовые доходы не превышают определенную сумму, то платить вы будете минимум 156 евро в год. При этом, если вы имеете вполне солидный доход, то в государственном вузе, как правило, максимальная плата обучения составит около 3000 евро. На специальностях типа медицины или инженерии сумма может варьироваться от 6-7 тысяч евро в год и выше. Для сравнения, год обучения в МГУ может обойтись в 400-500 тысяч рублей. Есть, например, университеты, как Бикока в Милане, в которых достаточно быть выходцем из определенного списка стран для того, чтобы платить минимальную сумму, независимо от доходов. И Россия в этом списке тоже есть. И пока я не начал рассказывать про то, как поступить в итальянский университет или другой вуз твоей мечты, не забудь перейти на сайт www.smaps.ru, где ты найдешь самый большой каталог зарубежных учебных заведений. И там же сможешь задать любые интересующие вопросы в онлайн-чате специалистам по поступлению в иностранные университеты. Продолжаем. Поступить в итальянский вуз несложно, если это так называемая открытая специальность, количество мест на которой не ограничено. Тогда иностранцу достаточно сдать только итальянский язык. Можно предоставить уже имеющийся сертификат CILS, CELI или PLIDA уровня B2 или C1, на итальянском CILS и CELI. В разных университетах, как правило, разные требования. А если сертификата нет, обычно разрешается сдать языковой экзамен на месте в университете. В случае, если вы не дотягиваете до необходимого уровня, у вас будет возможность посещать курсы итальянского при университете бесплатно и сдать языковой тест через год. Но при этом уже будете зачислены в студенты и сможете посещать лекции, сдавать экзамены в сессию. Но если у вас вообще никакой уровень итальянского языка, то для этого существуют школы, которых по всей Италии множество. Список школ изучения итальянского в Италии ставлю в описании. Стоит понимать, что существуют и так называемые закрытые специальности, где количество обучающихся ограничено. Это медицинские, инженерные, психологические, юридические, творческие специальности. В таком случае вам придется обязательно сдавать вступительный экзамен наравне со студентами-итальянцами. Речь идет в основном о бакалавриате, но и в магистратуре могут быть вступительные, а также собеседования. ДСУ.
Diritto allo studio – стипендия, которую могут получить любые студенты государственных вузов Италии, как итальянцы, так и иностранцы, испытывающие финансовые трудности. Такая стипендия помогает покрыть расходы не только на обучение, но и на проживание. Кому-то может достаться место в общежитии, а кому-то вуз или государство возместит траты на аренду комнаты. Также стипендианты имеют право обедать за 1 евро, а также получать специальные талоны, которые можно обменять на обеды в кафе и ресторанах, сотрудничающих с вузом. Как правило, возрастные ограничения на такую стипендию не существует, но всегда нужно проверить правила университета, так называемое бандо, или правила региона. Они везде отличаются, и где-то ограничения все же могут быть. Скажем, в одних регионах может предлагаться стипендия, даже если вы уже имеете высшее образование. В других наоборот, если вы уже получили высшее образование, то стипендии вам не видать. Иногда для участия в конкурсе на стипендию достаточно только быть зачисленным, но в некоторых вузах необходимо дополнительно подавать документы. Все это нужно уточнить заранее. Но где подвох, спросите вы меня, слишком уж все красиво. Имейте в виду, что для того, чтобы быть стипендиантом, вам необходимо ежегодно сдавать определенное количество экзаменов и набирать кредиты. В случае, если кредитов будет недостаточно, вас могут не только лишить стипендии в новом учебном году, но и заставить вернуть уже выплаченную сумму. Но тем не менее, ситуация в целом очень привлекательная. Да и Италия в целом очень привлекательная. Следующая в нашем списке Испания. Страна сиесты. Она тоже не будет сильно удивлена взрослым студентам. Более того, пожалуй, Испания одна из самых комфортных стран для обучения студентов после 30. Так, например, обучение на многих магистерских программах возможно по вечерам или в выходные. Таким образом, студенты могут одновременно работать и учиться. При этом программы поощрения студентов здесь также имеются. Некоторые вузы и бизнес-школы предлагают скидки на обучение до 40%. Официально бесплатное высшее образование в Испании могут получить только граждане. Однако, если вы будете учиться на испанском языке в государственном вузе, то плата за обучение будет совсем небольшой – от 400 евро за семестр. Для обучения в испанских университетах необходимо обладать уровнем испанского языка B1, B2. Для подтверждения уровня необходимо предоставить сертификат на знание испанского языка, например, DELE или CIELE. Если вы планируете обучение с нуля, поступая на бакалавриат, вам предстоит показать свои языковые знания. Также придется сдавать экзамен Selectividad или PAO. С его помощью приемная комиссия оценивает общий уровень знаний абитуриента, на основе которого принимает решение о зачислении. Проводится тест в 2 этапа. Первый включает в себя следующие дисциплины: история Испании, испанский язык и литература. Иностранный язык по выбору, официальный язык автономии, например, каталонский. А также один из предметов в зависимости от выбранного направления: математика, латынь и так далее. Второй этап является дополнительным, и сдавать его не обязательно, однако будет лучше попробовать свои силы, так как успешная сдача второй части может принести дополнительные баллы. Как правило, здесь абитуриент сдает тест по одному из школьных предметов на выбор. Тут есть бонус. Для иностранных граждан есть возможность сдать не PAO, а PCE – тест на специальные знания, который значительно проще. Для этого необходимо выбрать 4 школьные дисциплины, которые связаны с будущей специальностью. То есть, если вы планируете поступать на лингвиста, необходимо сдать иностранный язык и другие предметы, которые могут быть полезны будущим переводчикам. А если вы не хотите учить испанский язык сейчас, но у вас неплохие знания английского языка, то в Испании есть курсы и на английском языке. Их достаточно много, есть они в разных регионах. И сейчас я про них рассказывать не буду. Обо всем этом вы можете узнать на smaps.ru. А я перехожу к следующей стране. Германия. Германия еще один европейский вариант для взрослых студентов. Страна поощряет стремление к учебе в любом возрасте и не смотрит на возраст при приеме на работу после окончания вуза. Но здесь могут возникнуть другие сложности, о которых нужно знать заранее. Если вам уже исполнилось 30 и вы планируете поступать на бакалавриат, есть риск, что вам могут не выдать визу. Однако, если вы решили продолжить свое обучение на магистратуре, то здесь уже вопросов быть не должно. И вообще, что касается большинства стран ЕС, не только Германии, различные молодежные студенческие скидки предоставляются чаще всего до 30 лет. Соответственно, вы не сможете на них претендовать. Для того, чтобы стать студентом программы магистратуры в Германии, необходимо иметь диплом бакалавра в выбранной сфере, знать немецкий на уровне хотя бы B1, а также по возможности предоставить рекомендательные письма из прошлого университета. Если вы не владеете немецким, есть множество программ и на английском, но конкурс на них выше, и для
поступления обязательно нужен сертификат, подтверждающий уровень знания английского. В Германии есть возможность получения стипендий, для которой не важен возраст. Это стипендии DAAD или DAAD. Конкурсные отборы проводятся экспертными комиссиями, в состав которых входят специально приглашенные профессора, а также представители организаций партнеров. При отборе принимается во внимание успеваемость, результаты экзаменов, научная квалификация, качество и актуальность научного проекта, мотивация, знание немецкого или английского языков, контакты с высшим учебным заведением в Германии, приглашение немецкого профессора. Вот еще ряд стипендий разных стран, на которые может претендовать любой иностранный студент, независимо от возраста. Erasmus Mundus – программа студенческого обмена, созданная Европейским Союзом с целью повышения мобильности европейских студентов и повышения качества высшего образования за счет финансирования академической кооперации между Европой и остальным миром. В отличие от программы Erasmus Mundus доступен не только гражданам Европейского Союза. Чивнинг – стипендия, позволяющая получить бесплатное высшее образование по магистерским программам в вузах Великобритании. Стипендия покрывает не только стоимость обучения, но и проживание и даже перелет. Holland Scholarship – это правительственная программа, доступная в любом из 14 нидерландских университетов и в большинстве высших школ. Предусматривает грант в размере почти $5000 на первом году обучения. Программа отличается мягкими критериями отбора, достаточно соответствовать требованиям университета, в который абитуриент поступает. Друзья, это был перечень самых популярных стран Европы для обучения после 30. Пишите еще, о каких странах вы хотели бы узнать, и мы обязательно сделаем о них следующие выпуски. Не забывайте также заходить на мой второй канал Егор Еремеев, где я рассказываю о путешествиях в города и страны, где бываю.